Здравствуйте, дорогие близнецы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, и это прогноз на следующую неделю с 5 по 11 февраля. Много разных действий совершит планета Луна. Ну и Меркурий еще перейдет в другой знак. Давайте узнаем, как это может повлиять на вашу жизнь. Понедельник начнется с замечательной планеты, который отвечает за ум, за интеллект, за общение, обучение и информацию. Меркурий меняет знак зодиака и приходит в гости к Водолею, ваш 9-й дом гороскопа. Будет он там находиться до 23 февраля, 18 дней. Меркурий будет что-то там магическими своими свойствами пытаться изменить. Так давайте узнаем по подробности. Значит, 9-й дом — это расширение, это, знаете, как будто ваша записная книжка будет чуть-чуть побольше, придут новые люди в вашу жизнь, новые знакомства какие-то. Вы словно почувствуете раскрепощение, словно вы можете договориться с абсолютно любым человеком обо всем, что только возможно. Если у вас была ситуация, что вы никак не могли найти общий язык с каким-то коллегой на работе или с начальством, то здесь Меркурий за все свои, грубо говоря, почти 3 недели поможет вам наконец-то найти компромисс. Или какая-то ситуация в вашей жизни возникнет, где вы и этот человек, с которым у вас никак не получался коннект, все-таки состоится какая-то мировая, то есть вы сможете договориться и даже узнать друг друга поближе и стать друзьями, как это неудивительно. Затем, Меркурий в Водолее — это новые интересы, и эти интересы могут связаны быть с религией, может быть, кто-то из вас начнет читать священные писания или отправиться в какие-то места, храмы, церкви. Все, что с этим связано, вы будете это изучать. Что-то, вот какие-то иконы, возможно, будете изучать или сами рисовать, писать. Какие-то священные даже вещи покупать, приобретать. Может быть, вы будете коллекционировать что-то. Затем все, что связано с путешествиями, с дальними поездками. Возможно, новые интересы появятся в этом плане. Может быть, вы будете работать в туристическом агентстве. Или захотите что-то организовать для других людей, какую-то поездку. Для детей какую-то поездку организовать. Или для своих родителей, или для коллег организовать какую-то путевку в какое-то место, в какую-то страну и посетить ее вместе со всеми. Затем высшее образование — это тоже 9-й дом, и Меркурий в Водолее дает вам новые интересы в этой сфере. Возможно, вы захотите либо повысить квалификацию, либо взять какие-то курсы, уроки, чего-то нового для вас и совершенно незнакомого. Возможно, вы захотите развития какого-то, развития вашей профессиональной деятельности и поймете, что нужно повысить свою квалификацию, пойти учиться, получить второе высшее образование или первое, если еще не получили. И Меркурий вот словно даст вам эти, знаете, значки, такие знаки, как будто вы поймете, что ага, вот туда пойду, в этот институт, или вот к этому пойду коучу, и он меня научит правильно варить борщ. То есть и так может проиграться Меркурий в Водолее. Затем могут поменяться неожиданно планы. И эти планы могут касаться судов, каких-то юридических дел. Может быть, вы планировали развод, и что-то поменяется. Может, придется какую-то дату перенести. В этом смысле. Либо дату поездки перенести, опять же, да, возвращаюсь в 9-й дом, это все, что касается путешествий и других далеких стран. Может быть, у вас были планы в отпуск свой куда-то слетать, да, придется что-то поменять, потому что неожиданная какая-то ситуация или какие-то неожиданные, знаете, форс-мажоры могут произойти, и планы вы перепишете. Конечно, эти планы лучше переписывать себе в угоду, то есть себе на плюс ставить, но никак не в минус. Вы понимаете, о чем я говорю, близнецы. Приходят идеи, как я уже сказал, новые интересы, идеи, куда поехать, куда переехать. Может быть, вы будете щупать почву в другой стране, узнавать, какая там работа, а сколько там оплачивается моя специализация. Может быть, и такое быть. Затем 9-й дом — это дом справедливости. Кого-то вы будете, возможно, защищать или добиваться справедливости. Может быть, вы работаете адвокатом или юристом. И так как 9-й дом еще и суд, может быть, вы будете отстаивать свои права. Может быть, будет какая-то неразрешимая ситуация, и вы все-таки найдете вот это вот, знаете, ядро истины, вы покажете людям, кто прав, а кто виноват. Что за ситуация, конечно, сказать вам точно не смогу, но, возможно, и такие стечения обстоятельств. Затем Меркурий в Водолее может вам дать, как вам сказать, вы станете замечать в своем любимом человеке, в партнере какие-то новые характеристики его характера. То есть что-то он вам покажет, что вы еще не видели, не знали. Может быть, ваш партнер,
кто-то какой-то подвиг совершит, или какое-то слово скажет, от которого вы просто упадете в шок или в обморок. Может быть, ваш партнер будет просто, я не знаю, куролесить так, что вы будете удивлены, а как же такой маленький мальчик или девочка, пай девочка, пай мальчик может вот так себя вести. Но в любом случае, какие-то новые стороны своего партнера вы сможете узнать вот в эти 18 дней. Затем, все, что касается перемен. Вы будете, знаете, как будто вы придете к какому-то выводу, что вам нужно что-то поменять в жизни, чтобы вот прийти к своей цели, добиться ее, что-то, от чего-то нужно как будто отказаться и открыть новую дверь, то есть закрыть дверь в прошлое и открыть новое. И эти перемены вам очень сильно нужны. Вы это сами чувствуете, близнецы, что вы застоялись, как болото, что нужно какое-то действие, какой-то движ. И в эти дни вы можете почувствовать, что да, слишком уж долго я сижу на одном месте. Или слишком долго вот эта ситуация определенная в жизни не может никак решиться. Пора поставить точку. И Водолей, и Меркурий Водолей вам поможет. Еще 9-й дом, в котором будет находиться планета Меркурий, это учительство, это знание. Может быть, вы будете с кем-то делиться своими знаниями, может быть, откроете курс какой-то онлайн-обучения, либо вы, наоборот, будете обучаться чему-то, да? О чем я еще говорил в самом начале. Советы какие-то можете давать близким, родным, родственникам, друзьям, коллегам, либо сами получать какое-то, знаете, даже покровительство. Вы можете встретить человека за эти дни, который даст вам возможности себя реализовать. Либо на работе, либо в творчестве. Какой-то человек, который будет вам доверять, и вы его доверие оправдаете. Я в этом уверен, так что, близнецы, желаю вам удачи. Ну и все, что касается стратегии, каких-то далеких, дальних целей. Возможно, за это время вы четко поймете, как надо действовать, куда я иду, чего хочу, к чему стремлюсь. Бывают, конечно, такие ситуации у близнецов, когда вы не совсем понимаете, правильно ли вы выбрали свою дорогу, правильно вы идете по этой дороге. Может быть, нужно свернуть в другую сторону, или, может быть, нужно все бросить и начать заново. Вот за эти 18 дней, с 5 по 23 февраля, Меркурий в Водолее даст вам возможность понять, а ваша цель, она действительно то, чего вы хотите, или все-таки это такое напускное и временное. Одновременно с Меркурием планета Луна меняет свой знак, заходит в знак зодиака Стрелец, ваш 7-й дом гороскопа. 7-й дом гороскопа – это отношения, это брак, это ваш любимый человек. И здесь Луна в Стрельце может придать вам оптимизма. Хорошее настроение будет в начале недели, вы будете прям ласкать, обласкивать своего любимого человека, целовать, теребить за щечки и стараться быть побольше с ним. Внимание ему будете уделять. Или наоборот будете требовать от него внимания. Что такое? Я тут стою у плиты уже столько лет, ну посмотри на меня, сделай мне комплимент. Может быть и таким образом. Но в любом случае это будет такой легкий флер, это будет легкое настроение по отношению к любимому человеку. Затем, возможно, вы будете даже преувеличивать свои силы. И силы вы, возможно, будете преувеличивать в каких-то переговорах, потому что 7-й дом — это переговоры, это какие-то собеседования. Может быть, вы слишком упорно будете доказывать людям свою правоту или доказывать людям то, что вы умеете. Вот здесь нужно немножечко сбавить обороты, близнецы, и все прекрасно понимают, все прекрасно знают. Главное спокойно объяснить, что вы хотите, рассказать о себе, если вдруг вы ищете новую работу, да? И все, и ничего больше. Не надо прыгать вверх тормашками или придумывать велосипед. Все спокойно и с хорошим настроением решайте вопросы, любые и переговоры, и собеседования. Затем Луна в Стрельце, так же как и Меркурий в Водолее, требует движения, требует какой-то активности. В понедельник, во вторник, возможно, вы уже там себе план создали, куда я поеду в понедельник, а какими делами я займусь во вторник, а вот что нужно сделать. Вот прям по плану как-то вы будете ходить, куда-то ездить, с кем-то общаться. Затем Луна в Стрельце — это обострение чувства справедливости. Может быть, вы захотите добиться какой-то определенной правоты в свой адрес. Может быть, кто-то вас очерняет на работе, говорит, что ай-ай, неправильно поступает Манька, а вы скажете: нет, я правильно поступаю, потому что я знаю, я эксперт в своем деле, и не нужно меня тут ай-яй-яй. Вот так может еще пройти понедельник и вторник. Многие из вас, многие из близнецов примут решение либо разводиться, либо заключать брак. Вот либо-либо. Тут точно сказать не смогу, у каждого своя ситуация, но 7-й дом может и эту сферу подсветить.
Все, что касается искусства, эстетики, все, что касается чего-то красивого. Вот в понедельник и во вторник вам нужно будет либо помузицировать, включить свой любимый трек и послушать его прям вот 20 минут, отойти от всей реальности и послушать, уйти в свой внутренний мир. Либо посетить какой-то, не знаю, какую-то выставку, какое-то мероприятие, где творчество какое-то, где красиво, где вам кажется, что вы сливаетесь как будто воедино с искусством. И понедельник, вторник для этого замечательно подходят. Может быть, вы захотите посмотреть фильм, после которого у вас, не знаю, такое состояние легкости и состояние хорошего настроения. Вот обязательно в понедельник и вторник уделите этому внимание. Ну и любые переговоры, как я уже говорил, любые какие-то интервью, любые собеседования, проявляйте дипломатию, аккуратность, не преувеличивайте свои силы, не соглашайтесь на то, с чем вы не согласны. Свою точку зрения как-то старайтесь все-таки, да, на каких-то переговорах как-то озвучить, но не, как сказать, не накручивая всех остальных, что только вы правы. Вот такой будет еще и понедельник и вторник. Среда и четверг. Луна двигается дальше, заходит в гости к знаку зодиака Козерог, ваш 8-й дом гороскопа. Так вот, знак зодиака Козерог, да и вообще Луна, когда находится в этом созвездии, она сдерживает нас от каких-то эмоций, сдерживает нас от каких-то неправильных решений. Она словно нас окутывает, и мы не можем двигаться, как будто, знаете, либо двигаться нужно только в таком направлении. Вообще Луна в Козероге, она дает нам какие-то препятствия в делах. То есть нужно делать все по правилам. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Если пишете книгу, писать только по этим каким-то определенным критериям. Если вы работаете в сфере торговли, то идти строго по плану, да, работать с возражениями. То есть вот прям вот все будет как по правилам в среду и в четверг. Ни шаг влево, ни шаг вправо. 8-й дом — это кредиты и какие-то долги. Может быть, Луна в Козероге подсветит вам старые долги, которые вы не успели закрыть или не смогли закрыть по каким-то причинам. Может быть, из-за этих долгов вы не сможете выехать за границу. Или поймете, что нужно сначала оплатить какие-то кредиты, чтобы купить себе то, что вы хотите. То есть какие-то препятствия Луна в Козероге высветит, и вы поймете, как действовать нужно, какие правила нужно использовать, чтобы закрыть эту проблему, эти препятствия. Затем, Луна в Козероге — это еще и внимание к материальной части жизни. Возможно, вы поймете, что вот надо что-то делать с финансами. Вот что-то вот надо приобретать свою квартиру, надо приобретать свою машину. А вот все у меня не получается, почему-то деньги уходят не туда, на жрачку уходят, на шмотки уходят, и ничего не остается. Здесь некоторые близнецы захотят, возможно, даже что-то откладывать из финансов, какую-то часть, там, какой-то 5%, 10%, но откладывать на всякий случай, на черный день или там на какую-то будущую цель. Затем, как я уже сказал, препятствия в делах возможны. Чувство долга — это тоже Луна в Козероге. Вы словно будете обязаны что-то сделать, что-то закрыть. Лично вы, никто другой, ни родственник, ни дети, ни мама с папой, а лично вы должны будете закрыть проблему. Либо в кредитах, либо что-то с финансами связано, либо еще также операция, это тоже 8-й дом. Возможно, вы примете решение, что все, я должен пойти на эту операцию, я должен удалить зуб, я должен купить себе новые очки, потому что я уже ничего не вижу, я спотыкаюсь и врезаюсь в столб каждый день. Поэтому здесь вы примете какое-то решение, основываясь на том, что вы должны сами себе, вот я должен отдохнуть. Все, принимайте решение, берете отпуск и летите на Гоа. Дальше 8-й дом — это выплаты, это премии, это зарплаты, это авансы, поэтому в среду и в четверг вы можете получить, не знаю, там квиточек, расчетный лист или расчет вообще, в принципе, если вы увольняетесь. Может быть, придут какие-то деньги такие, которые вы давно ждали. Вот прям вот ждали, трубили, когда же будет премия, вот она должна с минуты на минуту прийти. Если вы за рулем, близнецы, то 8-й дом говорит: ай-яй-яй, соблюдай правила дорожного движения, никого не перегоняй, ничего не делай другого, только езди по правилам и поаккуратней. Поэтому здесь, если вы куда-то поедете за город, да и вообще сядете за руль, пожалуйста, будьте внимательны, не торопитесь, все спокойно, едете, никого не обгоняете. Это очень важно. Затем, все, что касается оккультных наук, оккультных каких-то способностей. Может быть, вы откроете себе, не знаю, там, ясновидение, может быть, вы увидите вещи сона, что-то будет частенько сбываться, и вы поймете, что, ага, у вас есть какое-то шестое чувство. Либо вы будете брать курсы обучения по Таро, может быть, вы будете изучать астрологию, может быть, нумерологию, может быть, брать консультацию у какой-то бабки-гадалки. То есть
вы захотите чуть-чуть свою ручку пустить в свое будущее с помощью оккультных наук. И в среду и в четверг, может быть, какая-то подруга или друг скажет вам: а вот я вот там вот такая-то сказала мне вот то-то, то-то, это сбылось. И вы себе на ус намотаете, что, может быть, действительно мне стоит тоже взять какую-то консультацию, либо самим заняться раскладом Таро. Тоже вполне возможно. Ну и также в среду и в четверг какие-то ситуации могут произойти в вашей жизни. В основном это события, которые могут вас поменять, ваше мнение поменять, ваше какое-то отношение к долгам. К примеру, вам не вернуть долг, и вы поймете, что все, больше никогда никому не дам денег. Вот прям вот все. Дадите себе обещание: никому больше денег я не дам. Может быть такое. Ну и, в принципе, Луна в Козероге еще это, как я уже сказал, это еще также и принятие каких-то решений с осторожностью. То есть сначала, прежде чем пойти кому-то там помогать, вы пробьете всю информацию про этого человека, про эту организацию, если вас куда-то зовут работать или на подработку. Либо вы куда-то идете учиться, вы будете пробивать: а вот диплом какой? Государственного образца или нет? А вот эта компания, она все-таки с каким отзывом? Идти мне туда или не идти? Может быть, она плохая, эта компания завтра закроется. То есть будут какие-то такие, знаете, подозрения. Либо касательно работы, либо касательно каких-то организаций, в которых вас позовут как специалиста. Пятница и суббота настает, и для вас, дорогие мои близнецы, Луна окажется в Водолее. В том же самом месте, где Меркурий будет находиться. Это 9-й дом гороскопа, и Луна в Водолее, она привносит в жизнь какие-то новые знакомства. И это еще усиленнее будет, чем Меркурий. То есть еще и Луна туда западает, поэтому новые знакомства, они просто практически вам обеспечены. Если вы одинокие близнецы, еще не нашли свою вторую половинку, или вы ходите все время и никак не можете найти человека, который вас понимает с полуслова, то здесь пятница, суббота идеально подходит, вот прям идеально подходит это время, чтобы зарегистрироваться на сайте знакомств, выложить все свои самые классные фотки и ждать, так сказать, как рыбак ловит рыбку. Ждать, когда кто-то клюнет на вас. Ждать, пока вас пригласят на свидание. Но если этого не происходит, то проявляйте инициативу сами, потому что, опять повторюсь, пятница и суббота – замечательное время, чтобы изменить свою личную жизнь, с кем-то познакомиться. Этот человек, с которым вы познакомитесь, и я уверен, что это все-таки произойдет, будет вас понимать, будет вас принимать, будет чувствовать вас. Вот до чего может дойти. Поэтому вперед из песни, близнецы, не сидите дома. Еще сюрпризы Луна в Водолее придает в жизнь, дарит, можно сказать, нам какие-то сюрпризы. Это могут быть просто комплименты со стороны человека, которого вы уже давно ждали, когда же он скажет, заметит, что я похудела. И вот наконец-то он заметил и сказал: о, вы похудели. То есть какие-то комплименты, какие-то сюрпризы могут дать вам, какие-то принести домой дети, либо родственники подарят вам что-то, может быть, какой-то, не знаю, торт кто-то вам принесет и попьет с вами чаю. Это будет тоже очень приятно. Затем Луна в Водолее одновременно проявляет в близнецах и чувствительность, и нервозность. Вы можете как-то себя накручивать в пятницу и субботу. Что-то вот не получается. Вот не получается у меня переезд в другую страну, потому что Луна будет в 9-м доме. Вот не получается у меня пойти в институт. Ну вот недостаточно у меня знаний, чтобы повысить квалификацию. А учиться не хочу, лень, ничего не получается. То есть будут какие-то эмоции, связанные с нервами, поэтому здесь спокойно, близнецы. Не все сразу, давайте вот все по полочкам. Не нагружайте свою голову разными сомнениями или мыслями. Луна может это спровоцировать, но вы все-таки будьте поумнее немножечко. Далее, желание перемен, захочется свободы. Луна в Водолее приносит нам, знаете, вот эту вот мысли, идеи о том, что вот хочется от чего-то оторваться. Надоело мне эта бытовуха, хочу на Бора-Бора полететь. Надоела мне эта работа, хочу все поменять, хочу зарабатывать больше. Вот это, знаете, какая-то несвобода, как будто вас что-то связывает. Вы поймете в пятницу и субботу, что вот нужно что-то делать, нужно что-то как-то действовать, потому что слишком уж долго все это вам не нравится, все, что происходит. Затем, Луна в Водолее еще и трудно даются в это время какие-то решения по поводу обычных каких-то вроде бы дел. То есть вас просто спросят: ты приедешь в субботу?
там, допустим, друзья, да, скажут, вот ты приедешь к нам в субботу, давай шашлыки пожарим на даче, а вам будет очень сложно принять это решение, ехать или не ехать. А вот я сейчас поеду, и вот надо столько-то денег на эти шашлыки отдать. А вот я поеду, я встречу вот эту Маньку, она мне не нравится, и опять бла-бла-бла, и вот слушать это все. То есть обычные, в принципе, решения какие-то, да, обычные какие-то проблемы, ситуации в жизни, которые на бытовом уровне, решение будет даваться вам сложно в пятницу и в субботу. Как будто вот какой-то барьер у вас в голове стоит и вот накручивает вас. Вот в этом смысле вообще все вот так вот прям возьмите, визуально закройте глаза, возьмите метелку и сметите все свои плохие мысли. Если вас зовут в гости, езжайте, получайте удовольствие. И это будет замечательно. Затем, Луна в Водолее — это очень важно, знаете, в этот момент, если вам что-то предлагают, какую-то, не знаю, работу, подработку, предлагают вам какую-то поездку, предлагают вам что-то купить, приобрести. Оценивайте свои шансы и риски. Вот Луна в Водолее — это время, когда нужно оценивать свои возможности даже, я бы сказал, и шансы. Если вам предлагают подработку, оцените свои возможности. Может быть, вы там к концу недели уже просто как выжатый лимон. Зачем вам еще одна подработка? Отдохните. Либо в субботу нужно выйти на работу, вас просят, отказывайтесь, потому что если вы себя плохо чувствуете, это только вам навредит. Вы и работу плохо сделаете, и себя еще угробите. Все, что касается, как я уже сказал, какой-то покупки, может быть, вам что-то кто-то посоветует, навешать лапшу на уши. Отказывайтесь, если понимаете, что эти деньги должны пойти на другое, на какую-то важную вещь, на какую-то важную цель. Не покупайте в пятницу и субботу то, что вам абсолютно не нужно. Иначе вы потом будете об этом жалеть, близнецы. Луна будет в 9 доме, как я уже сказал. Опять же, немного повторюсь, это все, что связано с религией. Может быть, действительно вас позовут в какие-то места святые. Пойдем там на кладбище, сходим к своему родственнику старому, посидим там, вспомним молодость, ностальгия. То есть, может быть, какие-то такие вещи. Либо, опять же, да, все, что связано с образованием, изучением нового. В пятницу и субботу вам... Как это объяснить вам? У вас ваши мозги, как бы не звучало грубо, но они будут больше и быстрее улавливать новую информацию. Если у вас планируется какая-то там стажировка или обучение новому языку, то в пятницу и субботу вы запомните все, что вам говорят. Это прямо отложится под коркой. Поэтому, близнецы, здесь я желаю вам удачи, терпения в пятницу и субботу. Я уже сказал, что, возможно, будет легкая нервозность, но потихонечку. С пылу жару ничего решать не надо, постепенно. Если не готовы выходить на подработку, говорите «нет». И все. Ну и потрясающий день, воскресенье. Луна переходит в знак зодиака Рыбы, а это ваш 10-й дом гороскопа. Вообще Луна будет и в воскресенье, и еще в понедельник в этом доме, поэтому давайте немножечко полазим и здесь. В это время нельзя давать волю отрицательным эмоциям. Как я уже говорил и Тельцам, и Овнам в выпуске на следующую неделю, что вот отрицательная энергия в воскресенье должна просто отключиться. Если кто-то вас выводит, дети, родственники поступают не так, постоянно орут, кричат, спокойно, без отрицательных эмоций, без негатива решайте все вопросы в воскресенье и в понедельник в том числе. Спокойно и даже постарайтесь как-то найти в себе нотки позитива. Это очень важно, иначе вы сможете нарубить дров. Почему? Потому что Луна в Рыбах, она, как сказать, очень чувствительная. Мы становимся очень чувствительными. Мы становимся чувствительным к словам, которые просто человек мог нечаянно, да, вот высказать вообще даже, и к вам почти не относятся эти слова, но вы их прям вот будете накручивать, как за монету брать. Потом Луна в Рыбах — это внутренний наш мир. Нам хочется съежиться от всех, чтобы вот все от нас отстали, потому что все-таки Луна в Рыбах — это еще и бег от каких-то проблем, бег от какого-то, знаете, от какого-то шума, от кучи людей. Вот, к примеру, если в пятницу, субботу вы натусили, в воскресенье захочется вот просто отключиться от всего, ничего не делать, или чтобы вас оставили в покое, но наедине с самим собой. В понедельник все-таки, да, если вы выйдете на работу, если у вас график 5-2, то опять же, да, вы захотите, чтобы понедельник у вас даже прошел на таком низком уровне шума, чтобы вас никто вот прям не требещал перед ухом. Затем, так как это будет 10-й дом гороскопа, Луна может придать вам желание встретиться с отцом, встретиться с братом, с дядей, с кем-то из семьи мужского пола и решить с ним вопросы касательно подработки или работы. Может быть, родственник какой-то вам предложит подработку, или идею какую-то подкинет, что вам нужно сменить работу и пойти сюда, либо перетащит вас в другую организацию. Может быть и так.
Затем 10-й дом — это начальство, это власть, это люди с властью, которые над вами, то есть это ваше руководство. Может быть, вас вызовут, не знаю, к директору по поводу вашего там заявления на отпуск. Может быть, нужно будет что-то поменять. Либо все, что связано с карьерным ростом. Вот здесь вот воскресенье и понедельник мы еще захватим. Проявите себя, если вы уже давно на одной, так сказать, планке стоите, много-много лет работаете в одном и том же кабинете с одними и теми же людьми, может быть, пора задуматься о карьерном росте, может быть, пора о себе заявить, поговорить с начальником и сказать, что вот мои результаты, пожалуйста, повысьте меня, и вам это должно удастся. Затем, Луна в рыбах повышает чувство, когда вам захочется уединиться еще с любимым человеком, чтобы о вас кто-то позаботился, чтобы вас кто-то обнял. Вот просто пришел и обнял, вне зависимости, там, брат, сестра, мать, дети, вот просто, чтобы вас обняли, чтобы вас поцеловали, чтобы вас поддержали. Вот чувствительная эта Луна в рыбах, она будет вот прям вот в вас, вот прям вот вы захотите этой тактильности, вы захотите, чтобы на вас обратили внимание и просто пощебетали щечки или по голове погладили. Вот прям очень важно для вас это будет в воскресенье, в понедельник. Вот какое-то внимание от окружающих к вам. Вот вы захотите, чтобы вас просто вот прям вот, приласкали. Вот как оно есть, так и говорю. Затем проявляются таланты. Луна в рыбах. Возможно, вы в воскресенье или в понедельник узнаете о том, что вы можете не только, не знаю, там, вышивать и печь пироги. Может быть, вы можете еще и кирпичи накладывать и строить дома. То есть, как я сейчас утрирую, конечно, но какие-то таланты, возможно, вы себе проявите новые. Вы поймете, что вы, к примеру, можете, а так как близнецы все-таки разговорные, предпочитают жанр в жизни, ораторские такие, ораторское искусство у них тоже развито. Не у всех, но развито. Может быть, вы поймете, что вы можете замечательным быть продавцом, или замечательным коучем, или вы можете, не знаю, какой-то вот талант вы можете в себе отыскать, который как бы внимания не обращали. Может быть, он у вас уже был, и многие люди замечали, но вам об этом не говорили. И в воскресенье или в понедельник вы поймете: ой, я же еще и это могу. Может быть, мне еще и это попробовать? Так что, близнецы, давайте, дерзайте. Я прям за вас кулачки держу. Так, и еще 10-й дом — это все, что связано с популярностью, с какими-то наградами. Может быть, вы ведете свой блог, может быть, вы ведете, не знаю, какую-то группу ВКонтакте или в какой-то соцсети. Придут новые подписчики, вас больше заметят, люди придут новые к вам, на вас смотреть, вас слушать. То есть здесь, близнецы, может быть, и с этой стороны откроются ваши новые таланты. Вы будете, словно, знаете, заманивать людей своими вот этими идеями какими-то или своей какой-то информацией, которая очень важна для кого-то. Поэтому не молчите, говорите, все будет хорошо. Так, вот так вот, Луна в рыбах в 10-м доме. Еще скажу про цели вашей жизни, то, к чему вы стремитесь. 10-й дом призывает, чтобы вы все-таки разобрались у себя в голове, разобрались со своими целями, поняли, чего вы хотите, а чего вы не хотите, на что вы можете сейчас повлиять, а на что не можете. И ни в коем случае в воскресенье, в понедельник не хватайтесь за все и сразу. Важно расставить приоритеты. Если сейчас вы без работы, то первое, что нужно сделать, это найти вакансии, отправить свое резюме и приехать на собеседование. А не пойти в гости к подруге, пить чай и сплетничать о какой-нибудь там Маньке. Бедная Манька, сегодня 100 раз ее упоминал. Итак, близнецы, как-то вот так вот будет у вас неделя. А еще хочу сказать, что 9 февраля будет новолуние, но про новолуние, скорее всего, я выпущу отдельный ролик, где буду рассказывать про все знаки зодиака, так что не пропустите. Дорогие мои близнецы, это был гороскоп на следующую неделю для вас. Как я обожаю воздушные знаки. Вы всегда такие легкие, позитивные. С вами вообще легко идти по жизни. Пожалуйста, не теряйте в себе это качество. И заботьтесь о своем здоровье. Идите только вперед к своим целям. Я хочу, чтобы у вас все получалось. И, несомненно, получится. Вне зависимости от Меркурия и от Луны. Главное, это то, во что вы верите. А верить нужно всегда в себя. И тогда все получится. Спасибо большое за ваш просмотр, что уделили мне столько внимания. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео, если понравился этот прогноз. И подписывайтесь на канал, если нечаянно на него попали. А также я жду ваши комментарии под этим видео. Спасибо всем большое. Увидимся совсем скоро. До свидания.